Всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как же все-таки использовать новую линейку для век от Etalon Mix, по каким этапам, в какой зоне, какой цвет мы будем использовать. Как правило, начинаю я всегда работу с цвета номер 3. Почему? Потому что это базовый оттенок, который выкладывает нам, в принципе, всю форму и помогает нам добиться хорошего, красивого, зажившего результата. Этим цветом я выкладываю основную работу, основной лепесток своей растушевки. Почему я начинаю именно с этого оттенка? Потому что он базовый и дает нам красивый заживший результат. То есть именно благодаря тому, что я выкладываю основу этим оттенком, я получаю красивый коричневый заживший результат. То есть этот пигмент среднего уровня насыщенности, но при этом он достаточно быстро укладывается, поэтому им я выкладываю свою форму, а дальше перехожу к затемнению. Затемняю я свою работу. Для затемнения я использую, соответственно, оттенок номер 2. Это достаточно насыщенный темный пигмент, поэтому на основную работу, на большой объем я его не беру, иначе у меня может получиться слишком холодный, слишком темный результат. Пигментом номер 2 я работаю нижнюю половину своей растушевки, и благодаря этому я могу углубить свой оттенок, получить более темную, насыщенную работу, но при этом я не использую чрезмерно много темных, холодных пигментов. То есть номер 3 у нас выкладывается на основную работу, то есть это наша основа. Основа, лепесточек, то есть наша базовая часть. Номер 2. Более темный пигмент, да, его мы используем в качестве затемнителя, то есть нижнюю половину нашей работы мы можем спокойно прорабатывать этим цветом. Тень напишу, то есть благодаря этому оттенку мы создаем тень более контрастную, более градиентную. Дальше, после того, как я проработала цветом номер 2, я уже могу использовать черный. Черный я никогда не поднимаю сильно высоко, то есть черным цветом мы работаем в зоне межреснички и буквально немножко поднимаем на валик над ресницами и можем затемнять уголочек нашей стрелки. То есть вот в этой зоне мы тоже можем работать цветом номер 1. Его мы используем для межреснички и для затемнения уголка, но сильно высоко мы его никогда не поднимаем. То есть, в принципе, иногда ситуационно во внешнем угле глаза вы можете черный приподнять немножко до уровня тени, то есть до уровня номер 2 цвета, но выше никогда мы не поднимаем его. И финальный наш цвет номер 4 мы используем для того, чтобы растянуть верхнюю границу нашей растушевки, то есть втянуть тень нашу в кожу. То есть мы работаем им выше цвета номер 3, но не сильно объемно. То есть, грубо говоря, немножко такими разряженными легкими пикселями втягиваем в кожу. Еще очень важный нюанс, сразу, чтобы вы знали, у нас один цвет должен переходить в другой, то есть никогда они не должны у нас просто как надстройки друг над другом идти, то есть они всегда, у нас каждый новый цвет идет из предыдущего, они всегда вот так вот должны между собой переплетаться, то есть не просто вот так друг над другом стоять, да, а один цвет обязательно должен втягиваться в другой. Именно благодаря этому, благодаря такому использованию пигмента вы можете получить, во-первых, очень красивую градиентную работу, во-вторых, увидеть очень красивый переход цветов, прямо от черного, светло-светло-желтый, который втягивается у нас в кожу. То есть я в своей работе именно по такой схеме, чаще всего 90% я работаю именно так. То есть номер 4 золото, либо свет. То есть этим цветом мы просто вытягиваем нашу границу. И можете номером 4, кстати, еще очень классно, можете вот так немножко кончик хвостика протягивать. Это были мои рекомендации по использованию сета пигментов от Etalon Mix для век. Но опять же, вы можете экспериментировать. Я показала вам свою схему, как я предпочитаю использовать эти пигменты, но вы также можете пробовать какие-то свои варианты. И точно так же не забывайте о том, что вы можете смешивать пигменты между собой и дополнять их также основной линейкой пигментов Etalon Mix.